Всем привет! Оказывается, если спросить у прохожих, чья это статуэтка, большинство людей ответит, что Будды. Многие еще с уверенностью захотят потереть его живот, так как это к деньгам. Однако это не совсем так, и это вовсе не Будда. Так где же и как же нас с тобою наебали? Попробую объяснить простыми словами. По классике жанра, любой разговор о религии начинается с вопроса «А хотите поговорить о Боге?». Но в буддизме все совсем по-другому, так как Будда – это не Бог, не посредник между людьми и Богом, а существо, познавшее смысл бытия и достигшее просветления. Он своего рода учитель, который выведет людей из сансары и поможет достичь нирваны, такой себе коуч. Хотя Китай и считается атеистической страной, но даже там есть свобода вероисповедания, и одних только буддистов в нем в 4 раза больше всего населения Украины. Практически в каждом городе обязательно найдется буддистский храм или статуя Будды. Часто эти статуи являются местными достопримечательностями или даже символом города, как, например, статуи Будды в городе Уси, Гонконге и Лэшане. Выглядят они все по-разному, так как считается, что у Будды множество воплощений. Например, в провинции Хэнань, недалеко от Лаяна, стоит Джунюанский Будда, Будда Вайрачана, а в Гонконге Будда Шакьямуни уже сидит. В Динане тоже сидит, но уже упитанный Будда Майтрея. Кроме Будды, или как его в Китае называют Фо, также известны статуи Бодхисаттвы, на китайском Пуса. Это буддисты, которые на ступеньку ниже состояния Будды. Они отказались достигать нирваны, а вместо этого помогали людям пробудиться. Жан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Самая известная бодхисаттва Гуаньинь. Ее статуи находятся в таких городах, как Санья, Чанша, Чжоушань и многих других. Возможно, некоторые из вас заметили этот символ у Будды на груди. Дело в том, что опиум для народа, как и любой бренд в наше время, имеет свой логотип. У крестьян это крест, в исламе полумесяц со звездой, у иудеев звезда Давида, а у буддистов свастика. В китайском языке свастика – это отдельный иероглиф, который читается как вань. В написании его часто заменяют на созвучный и более распространенный иероглиф вань, который означает 10 тысяч. Если у нас в подсознании прописано, что свастика – это очень плохо, у буддистов это образ Всего хорошего. Возвращаясь к статуэтке, свастики нигде не наблюдаем. Есть только иероглиф Фу, счастье и благополучие, который тонко намекает, что данная вещь не несет религиозного смысла, а просто является талисманом, как кроличья лапка. Перейдем к внешности данного персонажа. Улыбка до ушей с растянутыми мочками, оголенный торс с большим как барабан животом. Очень похож на Будду Майтрея в Динане, не так ли? Дело в том, что в отличие от основателя буддизма Шакьямуни и его всех воплощений, Майтрея – это Будда будущего. По легенде, когда он родится среди людей и достигнет уровня Будды, его приход станет золотым веком. Как он будет выглядеть, можно только догадываться. Буддисты считают, что именно таким добрым толстяком. Учитывая тот факт, что он еще не рожден, формально это статуя не Будды, а Бодхисаттвы. Правда, его воплощение уже было в истории в виде монаха Буддая, по образу которого сделана как статуя в Динане, так и статуэтка на видео. Так почему же в Динане статуя Будды, а у меня статуэтка монаха Буддая? Во-первых, у Будды в Динане кроме штанов и четок ничего нет. Четки, кстати, это по своей сути уменьшенные молитвенные барабаны с буддистскими молитвами, которые, чтобы прочитать, нужно покрутить. Но барабан везде с собой не поносишь, поэтому придумали четки, которые удобно помещаются в руке или на шее, и в любой момент можно их крутить, таким образом читая молитвы. У Буддая они тоже есть на шее, но чисто как религиозный атрибут, он же монах как-никак. А вот в ногах у него лежат монеты «Фан Кон Тян» с надписью традиционными иероглифами «Чжао Цай Цзин Бао» – пожелания для привлечения богатства и финансового благополучия. Кроме этого, в руке у Буддая есть еще одна вещица по форме, напоминающая башмачок. Но так как у монахов обет безбрачия, золушки у Буддая, ясное дело, быть не могло. На самом деле это тоже древние деньги, которые назывались юанбао. В ситуациях, когда у человека накапливались монеты, которые занимали много места, и их становилось неудобно носить на веревках вокруг талии, монеты меняли на слитки данной формы. Ин юанбао, серебряные слитки, весили около 1,5 килограмм. Цин юанбао, золотые, были весом в 500 грамм, килограмм и 2,5 килограмма. Украшения в виде таких слитков до сих пор в моде, и их продают в любом китайском ювелирном. А теперь подумайте сами. Будда достиг нирваны, познал смысл бытия. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Ему нужны деньги в руках и ногах? Конечно же нет. А монах Буддай имеет столько денег, потому что делится ими с нуждающимися. Обратите внимание, у Буддая в левой руке мешок. Собственно говоря, китайское имя Будай Хошань
переводится с китайского как «монах с тканевым мешком». По легендам, все, что желали бедняки, как правило, чего-то материального, денег, еды и одежды, все монах доставал из своего мешка, который всегда носил с собой. Помогал он всем, и считалось, что он был одним из воплощений Будды будущего, Майтрея. Поэтому их внешности так похожи, что даже китайцы часто их путают, отличая лишь по наличию мешка. В последующем вся эта история перешла в Японию, где монаха Буддая уже почитали как божество. Японцы чаще всего изображали Буддая в произведениях искусства, которые мы знаем как нецки. В наши же дни китайцы их массово штампуют и с лозунгом «Made in China» отправляют к нам. В наших краях история просить монаха Буддая о деньгах сохранилась, но так как просто просить мы не можем, необходимо оказать услугу, мы начали тереть ему живот. Ну что же, теперь зная пару этих нюансов, вы можете легко отличить монаха Буддая от Будды, а также смело подходить к людям с вопросом, найдется ли минутка поговорить о Будде. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, так как это продвигает данное видео. Ну все, добренько, пока-пока.